Глава 256. И ярость великого ученого. Город Цин. Возвращаясь из западной части государства, маркиз Зеленого леса получила отличные новости о том, что тракт Зеленого дракона наконец открыт. Не смея в это верить, он кинулся в столицу и наконец убедился в новостях. Беду на тракте Зеленого дракона, которая несколько раз побеждала маркиза Зеленого леса, разрешил его сын. Именно из-за этой заслуги Мусюань заработал мощную поддержку жителей государства Цин, что стало для маркиза Зеленого леса еще больше радостью. Всего за несколько дней город Цин собрал большую армию, которая зашла с востока и запада. Вступив на тракт Зеленого дракона, сотни тысяч воинов устранили остаточную угрозу и полностью расчистили тракт. Маркиз Зеленого леса хотел предотвратить появление проблемы. Государство Цин разбило на холмах лагеря и заполнило тракт Зеленого дракона наблюдательными вышками. На тракт перевели аж 30 тысяч лучших солдат. Ресурсы Зеленого хребта быстро пришли в норму, и производство возобновилось. Люди, продавшие Чутяню акции или участки, хотели плакать, но слез не было. В Зеленый хребет Чутянь вложил 650 миллионов. Даже если он ничего не будет делать и просто распродаст все участки и ресурсы, которыми завладел, то сможет вмиг удвоить инвестиции всего за несколько дней. После того, как ситуация на тракте Зеленого дракона стабилизировалась, участки резко выросли в цене, приобрести все эти участки в обычное время по обычной цене мог хотеть только дурак, заплатив в 2 раза меньше. Чутянь купил большинство месторождений и создал торговому чуду стабильные поставки. Этот бизнес и правда оказался великой удачей. Мусюань вернулся во дворец маркиза, докладывая отцу, тракт Зеленого дракона расчищен, строятся сторожевые вышки. После укрепления обороны подобного не повторится. Хорошо сработано. Маркиз Зеленого леса ощутил, как исчезает темный туман, несколько месяцев окутывающий его сердце. Проблема, беспокоившая государство Цин несколько месяцев, наконец решена. Пойдем, я хочу лично поблагодарить господина Цу, героя города Цин. Отец, господин Цу сделал совсем немного. Поколебался Мусюань. Это заслуга, Мусюань. Лицо маркиза стало суровым. Просто сделай вид, что Юй Чанга не приходил. Ты преемник маркиза, ты ведь понимаешь, о чем я, верно, Мусюань немного задумался. Не хотелось бы этого делать. Зачем нужен иностранный купец? Фыркнул маркиз Зеленого леса. Не говоря уже о том, что он получил заслуженную награду — 500 миллионов золотых монет. Думаешь, он взял всего 500 миллионов? Разозлился маркиз. Он скупил большую часть участков в Зеленом хребте, и это потеря не 1 и не 2 миллиардов. Воспользовавшись ситуацией, он завладел большей частью участков и теперь их контролирует, так что мне остается лишь терпеть. Ничего удивительного, этот парень оказался самым настоящим лжецом. Плач Чутяня был практически ценным. Присвоив множество месторождений, он погубил план государства Цин о взаимной выгоде. Никто в государстве Цин этого человека не знал. Все верили Мусюаню. Для господина Цу или загадочного господина Юя это было бесполезно. Но Мусюань был преемником маркиза Зеленого леса, и однажды он наследует титул отца. Если за эту заслугу люди будут уважать его и преклоняться перед ним, Мусюаню будет легче управлять государством Цин. Мусюань с недоумением посмотрел на отца. «Ничего не понимаю. Господин Цу необычный человек, почему никто в стране Южного лета никогда прежде о нем не слышал? Возможно, он заграничный ученый. Мусюань, на самом деле ты знаешь, кто такой господин Цу, но ты в это не поверишь». «Отец, как это понимать? Господин Цу — всего лишь псевдоним для работы под прикрытием», сказал маркиз Зеленого леса, и тон его голоса изменился. Сначала я не был уверен, но тщательное расследование меня убедило. Господин Цу, лучший ученый страны Южного лета, первый министр семьи Дунфан Гоу Цань Цу, пораженный Мусюань чуть не упал. На самом деле господин Цу — великий ученый. Гоу Цань Цу, в молодости Гоу Цань Цу больше 20 лет путешествовал по стране, посещал другие страны и многоуважаемых экспертов. В страну Южного лета он вернулся самым образованным человеком страны, у которого повсюду были ученики. В глазах ученых страны Южного лета он обладал таким же престижем, как король. Мусюань и подумать не мог, что этот строгий старый ученый на самом деле лучший ученый страны Южного лета, это было правдой. Среди ученых первого класса в стране Южного лета были только великий ученый Гоу Цань Цу и Юнь Тяньхэ. Когда господин Цу прибыл в государство Цин со знаниями, не уступающими знаниям Юнь Тяньхэ, возможно, даже превосходящими их, всем следовало подумать о Гоу Цань Цу, но никто не смел в это поверить. Великий ученый явно пришел в государство Цин инкогнито по своим соображениям. В конце концов, престиж великого ученого был слишком высок, и если бы он открыто приехал в государство Цин, это помешало бы исследованиям Гоу Цань Цу. К тому же, Гоу Цань Цу не мог разобраться со змей-скорпионами. Если бы он сделал это от своего лица, люди сочли бы это нормальным, но если бы он оказался в тупике, это сильно ударило бы по моральному духу государства Цин. В конце концов, чем больше надежд, тем сильнее разочарование. Если бы им не помог даже великий ученый, то кто в стране Южного лета смог бы это сделать?
Жители государства Цин утратили бы веру в страну, и для государства Цин это было бы очень плохо. Но проблема была решена. Поэтому Гоу Цаньцу больше не нужно было скрываться. Маркиз Зеленого леса и его сын должны были лично поприветствовать такую великую личность, приехавшую в государство Цин, и выразить свою благодарность. Великий ученый еще в лаборатории, да. С той ночи он не выходит уже 3 дня. После грандиозного сражения со змей-скорпионами в следующих сражениях Гоу Цаньцу не участвовал. Запершись в лаборатории, он сосредоточился на изучении диаграммы 4 направленных молний. Диаграмма содержала столько мудрости, Гоу Цаньцу напоминал исследователя, который только что нашел сокровище. Взволнованный и фанатичный, он провел без сна 3 дня, а записями покрылись 3 записных книжки. Маркиз Зеленого леса Мужун приветствует господина Цу, маркиз Зеленого леса отвлек Гоу Цаньцу, и глаза его печально сверкнули. Закрыв книгу, он вышел из лаборатории. Раз маркиз Зеленого леса пришел лично, значит, ты знаешь, кто я такой. Не прикидываясь дураком, маркиз Зеленого леса с глубоким почтением произнес: великий ученый приехал в государство Цин, чтобы разрешить нашу беду. Мужун виноват, что не признал ваше почтение, так что я пришел признать ошибку. Мусюань, почему ты еще не достал подарок? В нем нет необходимости, вздохнул Гоу Цаньцу, даже не взглянув на него. Решение проблемы государства Цин не моя заслуга, совсем не моя. Несколько дней Гоу Цаньцу изучал диаграмму. Чем больше он ее изучал, тем страшнее ему становилось. Одной детали массива оказалось достаточно, чтобы Гоу Цаньцу потратил на нее несколько дней. Кем был этот юноша? Увидев, что великий ученый не хочет принимать подарок, Гоу Цаньцу не стал на него давить. Зеленый хребет снова свободен, а государство Цин наполнила жизненная сила. Маркиз хочет устроить грандиозный банкет и надеется, что великий ученый примет в нем участие. Гоу Цаньцу хотел ответить, как вдруг раздался громкий визг. Посмотрев в небо, они увидели 100 летящих демонических зверей. У них были светло-желтые перья цвета солнца. Золотисто-коричневые львы вращали ястребиными головами. Они были очень большими и сильными. На спине каждого грифона сидел рыцарь, вооруженный копьем. Рыцари грифонов. Это королевские рыцари. Прибыл имперский город. В небольшой стране Южного лета ручные летающие животные считались редкими. Многих грифонов привезли из других стран, поэтому рыцарей грифонов было недостаточно, чтобы создать армию, хоть они и были сильными. В основном, ими пользовались для разведки, доставки писем и защиты королевского дворца. Приземлившись, человек с густой бородой почтительно преклонил колени. Я 3-й командир королевских рыцарей Цао Баа. Приветствую великого ученого и маркиза Зеленого леса. Маркиз Зеленого леса спросил, что могло случиться, чтобы прибыли королевские рыцари. Мой отряд прибыл в государство Цин с имперским приказом отправиться на миссию в центральное государство вместе с великим ученым. Обеими руками Цао Баа сжимал запечатанный конверт. Прошу великого ученого прочесть письмо. Гоу Цаньцу посмотрел на него. Брови его нахмурились, а лицо потемнело. «П.Ф., что за необузданный мальчишка? Ты разозлил меня до нельзя». Гоу Цаньцу с яростью швырнул письмо на земь. Как страна Южного лета может терпеть такого самонадеянного парня? Маркиз Зеленого леса удивленным тоном спросил, что так разозлило великого ученого. В центральном государстве появился мальчишка, который не знает высоты небес и глубин земли. Он не только опозорил моего почтенного ученика и мою славу, но и бросил мне вызов. Самое подлое то, что именно он спровоцировал хаос в центральном государстве, из-за чего погибло несколько десятков тысяч человек. Такое действительно могло случиться. Удивился маркиз Зеленого леса и прочитал письмо. Распространять информацию в ту эпоху было тяжело. Последние несколько месяцев государство Цин не могло стабилизироваться, так что маркиз Зеленого леса не знал о происшествиях в стране. Прочитанное напугало его. Распространившись, новости с легкостью могли потрясти страну Южного лета. Еще хуже было то, что он устроил в центральном государстве беспорядки. Он уничтожил 3 великие семьи и стал лидером центрального государства. И это было еще не все. Хоть он совершил всевозможные преступления, имперский город не стал сразу его наказывать, отправил для расследования имперского гонца. И каков результат? Преодолев десятки тысяч миль, гонец прибыл в центральное государство, и его сразу же покалечили. В такую эпоху редко встречалось настолько высокомерное и беспрецедентное поведение. Как маркиз Божественного ветра допустил в центральном городе такие беспорядки, маркиз Божественного ветра. Гоу Цаньцу был недоволен. Он был в уединении и не управлял центральным государством, как надлежит, вот и появился этот непокорный человек. Я не могу этого допустить. Я лично иду в центральное государство, маркиз Зеленого леса сказал, маркиз готов протянуть великому ученому руку помощи. Никто в стране Южного лета не смеет выступать против меня уважают даже 3 правителя. На что рассчитывает посредственное центральное государство? Не говоря уже о том, что такой же приказ получил маркиз Запада из Южного государства,
который скоро прибудет в центральное государство. Я возглавлю миссию и все выясню. Армия государства Цин вымоталась и не могла действовать. Гао Цань Цу не стал терять в государстве Цин времени. Он немедленно оседлал грифона Цао Баа и отправился в центральное государство. Под ним плыли пышные зеленые земли государства Цин, а Гао Цань Цу не мог не думать о юноше по имени Юй Чангэ. Он не знал, откуда прибыл этот несравненный талант, не знал, когда ему снова выпадет шанс у него поучиться. Гао Цань Цу ненавидел себя за то, что смолодушничал, хотя должен был упорно настаивать. Но он уплыл, и было неизвестно, куда именно он уплыл. Решив проблему центрального государства, он должен был все как следует разузнать. Глава 257. В город прибывает великий ученый. Рыцари Грифонов были слишком заметными. Если они войдут в центральный город открыто, не скажет ли это всем, что имперский город отправил армию? Если Чутянь пойдет на крайние меры, замешаны будут и жители. Взять Чутяня в плен тайно, не причинив вреда центральному государству, было бы лучше. Не спугните врага, спрячьте животных. Мы проберемся и центральный город, найдем Чутяня и одним махом возьмем его в плен. Гао Цань Цу отдал приказы Цао Баа. Когда появится маркиз Запада, мы передадим Чутяня ему, и он отвезет его в имперский город. Тогда великий ученый, просто схватите его. Я отвечаю за расследование преступлений Чутяня. Есть, Чутянь очень высокомерен, рядом с ним может быть эксперт. Он покалечил даже эксперта царства истинной души из семьи Наньгун, поэтому будьте осторожны. Пожалуйста, великий ученый, будьте уверены, мы непременно выполним эту миссию. Тогда вперед королевские рыцари проходили жесткий отбор. Они не только были самым сильным отрядом рыцарей в стране, они были лучшими солдатами, управляющимися с различными стратегиями. Любого солдата можно было назначить командиром 1000 штурмовых кавалеристов. Это были особые элитные силы страны Южного Лета. Трудно ли было похитить человека? Поведя королевских рыцарей вперед, Цао Баа немедленно пробрался в центральный город. Гао Цань Цу вошел через порт центрального государства, потому что странствующие ученые обычно приплывали морем. Войдя в порт, Гао Цань Цу был потрясен открывшимся зрелищем. В каком из 8 государств страны Гао Цань Цу не был, самым большим был порт государства Цин, потому что для страны государства Цин было поставщиком ресурсов. В порту было больше 200 кораблей, и это было великолепное зрелище. Попав в центральный город, он поразился тому, что порт оказался в 2 раза больше. Здесь было как минимум 300-400 больших кораблей, где работали 20 000 человек, и еще удивительнее было то, что порт центрального государства еще расширялся. Всего через месяц он станет в 2 раза крупнее, он напоминал развитый транспортный узел. Когда центральное государство так разбогатело, рядом с центральным городом было много активно работающих заводов, откуда выезжали экипажи, запряженные зверями и перевозящие всевозможную продукцию. Картина была живая и мощная. Странно, странно. Со времени беспорядков не прошло и 2 недель. Центральное государство не только не деградировало, но и стало еще оживленнее, и это было невообразимое зрелище. Пока Гао Цань Цу стоял в оцепенении, небо вдруг немного потемнело. Гао Цань Цу посмотрел наверх, и у него чуть не отвалилась челюсть. Что это было? На небе показались 3 шара, похожие на огромные яйца чудовищ, которые быстро двигались в одном направлении. Никогда прежде Гао Цань Цу подобного не видел. Они были похожи на воздушные шары, но двигались очень быстро, механизм их явно был мощным. Под каждым огромным яйцом висела корзина. Гао Цань Цу молча наблюдал, как огромные яйца исчезают за пределами центрального города и медленно опускаются к одному из складов. Меньше, чем в 3 метрах от земли, корзина открылась, и оттуда вышло 2 человека, которые бросили на землю перед складом 2 мешка с тяжелой рудой. 3 огромных яйца могли перевести небольшую гору. Когда груз упал, огромное яйцо снова поднялось и медленно поплыло в сторону. Гао Цань Цу был так поражен, что потерял дар речи. В то же время он, как ученый, всегда интересовался новым. Подойдя к складу, он увидел много рабочих. Он полюбопытствовал: «Младший, что это сейчас было в воздухе? Должно быть, вы только что прибыли в центральный город». С гордостью сказал худощавый рабочий, во рту у которого была сигарета. Такое можно увидеть лишь в центральном городе. Это чудо-дирижабль, способности которого равны небольшому кораблю. Именно. Он привез руду из города Южного неба. Она называется «Камень скрытого изображения». Верно, верно, так и называется. Чудо-дирижабль направляется прямо к шахте, а потом привозит руду в центральный город. Вам нужно знать, что шахта располагается в самом сердце гор, куда не могут попасть даже звериные экипажи. Доставка руды в город Южного неба требует больших усилий, не говоря уж о доставке из города Южного неба в далекий центральный город.
Это занимало 7-8 дней и было весьма опасно. Но с помощью чудо-дирижабля эффективность добычи и транспортировки увеличилась в 10 раз, слишком потрясающе. Это определенно важный воздушный транспорт, эта эпоха была богата на ресурсы, но в королевствах и маленьких королевствах залежей было мало. Большинство ресурсов были заблокированы географическими и биологическими факторами, и пользоваться ими было невозможно. Например, зеленый хребет государства Цин. В стране Южного Лета это был самый большой сектор ресурсов, но добывалось даже меньше 1% от всех ресурсов. Почему? Потому что горы были высокими, а реки глубокими. Перевозить ресурсы было трудно, поэтому оставалось лишь смотреть на них. Этими дирижаблями мы заменили корабли. Нет, это не сработает. Емкость дирижабля невелика, а она не сравнится с большим кораблем. К тому же, дирижабль летает на ограниченные дистанции и подходит лишь для межгосударственных полетов, а не межконтинентальных. Вдруг вмешался другой рабочий. О чем вы беспокоитесь? Торговое чудо только что изобрело дирижабль, а в мире их всего 3. Даже если сейчас они этого не могут, то смогут в будущем. Ты прав, ты прав. Торговому чуду все по силам, рабочие переговаривались, а лица их были исполнены преклонением перед торговым чудом. Гао Цань Цу молчал. Дирижабль действительно был немаловажным изобретением. Чу Тянь и торговое чудо были полны зла, но кое-какие навыки у них были. Воспользовавшись возможностью, Гу Цань Цу спросил: «Слышал, недавно в центральном государстве были беспорядки. Что случилось?» «Беспорядки. Чушь». Посмотрели на него все рабочие. Беспорядки в центральном государстве были раньше, когда дворяне давили на бедных, не давая нам передохнуть. Когда торговое чудо уничтожило 3 великие семьи, в центральном государстве стало куда спокойнее, даже средним и малым семьям стало лучше. Всего за 1,5 месяца наши зарплаты выросли в 1,5 раза, верно? Благодаря стипендии, которую предоставляет благотворительный фонд торгового чуда, мой сын может поступить в Центральную государственную академию. Лицо дядюшки средних лет наполнилось счастьем. Школьные сборы оплачивает торговое чудо, а полученные деньги принадлежат нам, и наша жизнь стала намного лучше. Когда мой сын получит образование, то будет работать в торговом чуде, это будет честью для нашей семьи. Старший, у нас еще есть работа. Если у вас все, то мы пойдем. Верно, верно. Торговое чудо платит нам такую высокую зарплату, чтобы оправдать ее, надо много работать. Гао Цань Цу был немного ошеломлен. Судя по взглядам и выражениям рабочих, говорили они от чистого сердца. Гао Цань Цу ожидал совершенно иного. В беспорядках центрального государства погибли десятки тысяч человек, а 3 великие семьи пали. Баланс сил нарушился, и центральное государство должна была наводнить паника. Разные государства должны были сражаться за контроль над центральным государством, погрузив его в хаос. Не говоря уже о том, что Чу Тянь привел в город пиратов. Долгое время пираты занимали озеро 4 государств и без зазрения совести убивали и грабили. Не совершили ли они преступлений в городе? Что за чушь? Кто мог подумать, что центральный город окажется даже более оживленным, чем прежде? Граждане не страдали от нарушения закона, а жизнь их качественно улучшилась. Неужели предоставленная информация не соответствует действительности? Несмотря на это, Чу Тянь впустил в город пиратов и погрузил центральное государство в беспорядки. Он уничтожил 3 великие семьи и даже покалечил гонца имперского города. Этого было достаточно, чтобы казнить его 100 раз, еще он оскорбил учеников Гао Цань Цу и его самого. Это было не что иное, как провокация великого ученого. Как бы ни было, его нужно было взять в плен до расследования. Цао Бао уже прибыл, вскоре они поймают Чу Тяня. Скоро в центральном государстве появится маркиз Запада, и я должен воспользоваться шансом и собрать доказательства. Больше не блуждая по окрестностям, Гао Цань Цу пошел в город, чтобы собирать доказательства. В сумерках центральный город начал тускнеть. Странно, почему не было кристальных ламп? Проходя по главным улицам и небольшим переулкам, Гао Цань Цу обнаружил, что кристальные лампы исчезли. Их снесли и заменили странными столбами. Столбы были 3-метровыми, а на вершине был большой стеклянный шар. В центральном городе не было ламп, ПФ, хороший Чу Тянь уничтожил даже лампы. Разве это не создавало опасность для жителей? О жителях он явно не заботится, доложить об этом, доложить. На самом деле, как недостатки города могут быть связаны с Чу Тянем? Разве это не работа мэра? Гао Цань Цу решил, что Чу Тянь терроризирует центральный город, поэтому и уничтожил общественные коммуникации. Не успел Гао Цань Цу это записать, как его вдруг окружил свет. Весь центральный город засиял, а улицы словно залило дневным светом. Испуганный, Гао Цань Цу отскочил на 10 метров. Что это? Ха-ха, откуда взялся эта деревенщина? По улице шел взрослый с маленькой девочкой. Девочка очень удивилась поведению Гао Цань Цу, даже не знает, что такое электрофонари, как не стыдно. Взрослый не мог скрыть презрение, но все же сказал: «Девочка моя, разве тебя не учили вежливости?»
Ты должна уважать пожилых, разве ты не знаешь? Не везде есть электрическое освещение. Гоу Цань Цу неловко поинтересовался, что за электрофонари. Это нечто, изобретенное торговым чудом и очень дешевое. Они есть не только в центральном государстве, но и в городе Южного неба, с гордостью произнес взрослый, решив изменить жизнь жителей, торговое чудо установило в городе 5000 фонарей. Они есть даже у обычных жителей. Наша жизнь стала намного проще. Решив пренебречь разговором с деревенщиной, взрослые и девочка продолжили прогулку. Гоу Цань Цу в оцепенении стоял на месте. Яркий свет, освещающий город, и правда исходил от стеклянных шаров на высоких столбах. Свет их был намного ярче, чем свет кристаллов, и был более стабильным электрический свет, полностью автоматизированное освещение. Гоу Цань Цу не мог понять, как оно работает, но был уверен, что это связано с интенсивностью света. Непросто. Это явно было непросто. Когда в центральном государстве появилось так много интересного, но это все-таки было бесполезно. Просто замена кристальных ламп Гоу Цань Цу совсем не верил, что не сможет найти доказательств серьезных преступлений Чутиня. Должно быть хотя бы одно. Глава 258. Пресс-конференция. В конце концов, информационные системы этой эпохи были недостаточно хороши даже для центрального государства. Невозможно было, чтобы имперский город обо всем знал, имперскому городу не хватило бы времени, чтобы обратить внимание на изменения, случившиеся за короткий промежуток времени. И Гоу Цань Цу ничего не знал. Улицы центрального города заставляли человека ощущать себя в другом мире. Улицы с обеих сторон были окружены уличными фонарями. Даже магазины были покрыты узорами, испускающими свет, который ослеплял людей. Особая распродажа. Особая распродажа. Новый каменный защитный талисман компании Южного облака и торгового чуда. Низкое энергопотребление, быстрый эффект, никаких помех движениям. Защита высокого уровня спасает от физических атак, кисло и даже энергетических повреждений. Легкий в использовании и дешевый, необходимый в путешествиях. Торговое чудо продает лишь продукцию высокого качества. Пожалуйста, скорее покупайте. У передних ворот возле магазина талисманов громко раздавалась реклама. Гоу Цань Цу заметил, что реклама повторяется снова и снова. И интонация, и скорость произношения, и тон были одинаковыми. Кричал явно не человек, применили запись звука, который повторялся снова и снова. Это должно было привлечь к магазину внимание людей. Как громкоговоритель повторял слова. Гоу Цань Цу хотел найти его и изучить, но у него не было на это времени. Нужно было найти доказательства преступлений Чутиня. Отель был хорошим местом, чтобы разузнать подробности, а Гоу Цань Цу хотел найти место для отдыха. Перед ним высилась красивая большая гостиница, усыпанная огнями. Золотые сверкающие огни образовывали слова «Отель торгового чуда». Странно, почему людей так много, а отель был забит до отказа. На улице было много людей, в основном это были культиваторы. Иного пути не было, надо было найти приличный отель. «Добро пожаловать», — быстро подошел к нему работник персонала. «Вам нужна отдельная комната, или вы хотите попасть в главный зал, отдельная комната?» «Хорошо. Вам что-нибудь нужно?» Работник отвел Гоу Цань Цу в отдельную комнату и с теплотой посоветовал. «Недавно наш отель заказал немного консервов торгового чуда. Цена демократичная, вам непременно понравится. Это еще одно изобретение торгового чуда. Кажется, старец не знаком с городом, так что вы обязательно должны попробовать. Консервы торгового чуда — изобретение центрального государства, в других городах их пробовали лишь аристократы. Они быстро заканчиваются даже в ресторанах центрального государства, так что возможность выпадает редко. Тогда принеси мне несколько порций, работник персонала произнес. В отеле работает радиосистема. Если старец хочет слушать передачи во время еды, вам просто нужно оплатить услугу. Что такое радиосистема? Старец действительно прибыл из-за границы. В центральном государстве торговое чудо построило первую станцию, которая может быть первой на весь континент. Горожане слушают любимые станции, где бы они ни находились. Это и правда нечто чудесное. Несколько озадачился Гоу Цань Цу. Старец хочет взглянуть, работник персонала включил большое радио, находящееся в шкафу, и после мелодичного аккорда раздался прекрасный голос молодой девушки. Приглашаем всех вернуться к чудовещанию. У нас есть прекрасная история любви, которую написал странствующий поэт из другой страны. Голос девушки был очень магнетическим, он вселял чувство покоя. Вместе с нежной музыкой и запутанной историей он порождал в человеке беспрецедентные чувства. Гоу Цань Цу было уже больше 100 лет, любовь его не привлекала. Однако его ошеломило загадочное радиовещание. Как это работает? С легкой улыбкой работник персонала произнес: «Старец — это один из каналов чудовещания.
В прямом эфире говорит дочь маркиза Божественного Ветра, молодая госпожа Фэн Цайды, популярная во всем центральном городе. Если господину не нравится канал, вы можете выбрать тот, что вам по душе. Вы можете найти все, будь то последние новости или музыка. Конечно же, у нас только общественные каналы и ни одного платного. Громкоговоритель, чудовещание, Гоу Цань Цу был ошарашен до глубины души, по какому принципу работали эти технологии. Если электролампы и дирижабли исправляли существующие недостатки, то система вещания была серьезным изобретением. Если бы трансляции покрывали всю страну, была бы коммуникация такой тяжелой, как сейчас. Если бы они покрывали весь континент, все бы знали, что происходит в королевстве эльфов. Это не только повысило бы уровень жизни, шифрованные сигналы можно было применять для передачи тайн или военных нужд. Пожалуйста, ваши консервы, не торопитесь. Слушая радио, Гоу Цань Цу ел консервы. Консервы явно были сделаны из мяса демонических зверей. Кажется, торговое чудо научилось готовить мясо демонических зверей. Для бесчисленных культиваторов и наемников это было благословение. Это изобретение тоже могло изменить жизни многих людей. Он даже не заметил, как прошел час. Радио работало без перебоев и пауз, звук не останавливался ни на секунду. Новости, музыка, рассказы и информация перемежались с рекламными роликами. Это было невероятно, сколько странных вещей изобрело торговое чудо. Взгляд Гоу Цань Цу на чутеня и торговое чудо медленно менялся. «Добро пожаловать в чудовещание», — голос Фэн Цайды журчал, как вода. «Только что я получила интересные и хорошие новости. Ученые из секты Юнь только что совершили прорыв и создали совершенно новое изобретение. Может быть, оно изменит эпоху. Конечно же, технология еще не завершена, а торговое чудо пока на стадии тестирования. Разве не любопытно? Чтобы удовлетворить ваше любопытство, на городской площади Центрального государства проведут публичное испытание, зрителями которого вы можете стать. До испытания час, пожалуйста, не пропустите. Голос Фэн Цайды даже не дрогнул, взбудоражился весь отель. Что, еще одно изобретение? Как мы можем ждать? Оплачиваю счет, оплачиваю сейчас же. Я хочу посмотреть. Какой еще счет? Разве ты не видишь, что персонал ушел? Пошли, иначе мы опоздаем. Положив на стол золотую монету, Гоу Цань Цу выпрыгнул из окна. Пролетев по воздуху, его тощее тело, похожее на обезьяне, приземлилось на городской площади. Прошло всего несколько минут, а площадь уже наводила толпа. Гоу Цань Цу вновь осознал, как на людей влияет радио. Оно было намного быстрее, чем газеты и обычные новости. В центре площади появилась невысокая башня. В высоту она достигала 3 метров, но структура ее была весьма сложной. Даже такой ученый, как Гоу Цань Цу, не смог разгадать все ее секреты. Не зная, что за странную вещь изобрело торговое чудо, все разразились хвалебными криками. «Эй, привет всем!» Давно не виделись. Вышел юноша в белом. Меня зовут Юнь Ся, но я все равно утомительно представлюсь, хоть известен в центральном городе. Уверен, немногие тут меня не знают, толпа засмеялась. В центральном городе и правда было мало людей, которые не знали Юнь Ся. Репутация Юнь Ся была неопределенной. Он был ловеласом, который только и знал, что спал и ел, но всего за 2 месяца он так изменился, что люди стали смотреть на него иначе. «Всем тише!» Поднял руку Юнь Ся и произнес в громкоговоритель. Сегодня здесь представят новое изобретение торгового чуда. Торговое чудо редко демонстрировало изобретение людям. Сегодня они пошли против правил, значит, изобретение было необычным. Хочу спросить у вас, ходил Юнь Ся из стороны в сторону. Мир велик, да, мир велик, бесконечно велик. Сказал Юнь Ся и вздохнул. Жаль, что мы все, включая меня, не можем выйти за пределы страны Южного лета. Нам тяжело увидеть своими глазами даже миллиардную часть прекрасного мира, все замолчали. Кто не знал, что мир велик, а страна Южного лета крайне мала, всего людей насчитывалось несколько миллиардов человек. В стране Южного лета проживали всего 200 миллионов, так что она была небольшой, и это не было преувеличением. Гоу Цань Цу ощутил нечто глубокое. Путешествуя 20 лет, он увидел лишь вершину айсберга. Мир воистину был слишком большим, как великолепны большие империи с десятками миллиардов человек, большие империи, простирающиеся на несколько сотен тысяч миль. На лице Юнь Ся появилось негодование, он проклинал несправедливости судьбы. Можем ли мы представить все это своим ограниченным воображением? Эльфы, духовные звери, драконы, легендарные расы, чей разум не уступает человеческому. В каком мире они живут, какая у них культура, неужели никто не хочет увидеть это своими глазами? Древние божественные звери, древние формы жизни, несметные запретные места континента, странности мир, бесконечные чудеса, почему мы не можем увидеть их лично? Юнь Ся был хорошим актером, становясь все более взбудораженным, он говорил. Что за пределами небес и под бездной?
Разве вы не хотите это узнать? За десятки тысяч лет и эксперт, и обычный человек тонут в реках истории. Неужели наша эпоха обречена быть забытой, и Юнься выражал всеобщее мнение? Не знаю, как считаете вы, но я не хочу. Крепко сжал кулак Юнься. Даже если я ничтожен, я хочу видеть престиж огромных драконов. Даже если я вульгарен, я хочу своими глазами увидеть красоту эльфийских женщин. Даже если я слаб, я хочу видеть глубины мира бездны. Даже если я глуп, я хочу, чтобы будущие поколения меня помнили и никогда не забывали. Думаете, я сумасшедший? Верно. Если бы не торговое чудо, все посчитали бы меня сумасшедшим, услышав это, Гу Цаньцу поразился. Мальчишка действительно знал, как говорить, умел затрагивать интересы каждого, чтобы они увлеклись. Люди еще больше заволновались, что именно открыло торговое чудо. Зрелище объяснит все быстрее, чем десятки тысяч слов. Поняв, что момент настал, Юнься отошел в сторону. Он взмахнул обеими руками. «Пожалуйста, внесите новейшее изобретение торгового чуда». Глава 259. Применение камня скрытого изображения. Юнься преувеличивал, но был довольно красноречив. Изысканная речь разожгла всеобщий аппетит, заставив их думать о новейшем изобретении торгового чуда. Два работника торгового чуда немедленно выкатили прямоугольный предмет. Его покрывала черная ткань, поэтому никто не мог понять, что это было такое. «Прошу вас стать свидетелями вместе». Непринужденно снял черную ткань Юнься. Вытянув шеи, все увидели лишь совершенно пустое зеркало. Оно было с человеческий рост, а на обратной стороне находилась энергетическая батарея, испускающая волны духовной энергии. Как это понимать? Разве это не просто зеркало? Выражали все свое недовольство. Юнься так старался, и каким оказался результат? В конце им показали зеркало. Разве это не насмешка? Гу Цаньцу внимательно осмотрел зеркало, глаз разума. «Откройся, чтобы осмотреть его», Гу Цаньцу открыл глаз разума. Невооруженным взглядом можно было увидеть лишь зеркало, но глаз разума показывал не просто зеркало. Предмет был изготовлен из металла и представлял собой гладкую пластину толщиной меньше 1 мм. Гу Цаньцу не мог сказать, что это за материал, но это явно было не просто зеркало. «Тише! Тише!» — выкрикнул в громкоговоритель Юнься. Перестав переговариваться, все замолчали. «Я знаю, у вас много вопросов, тогда ответь на них, не стоит спешить». «На самом деле я не главный герой пресс-конференции», — сказал Юнься и выкрикнул: «Приглашаю вице-президента торгового чуда, молодую госпожу Мэн Цин У». Приехала сама Мэн Цин У, все были поражены, невозможно, как они могли не заметить Мэн Цин У. Несравненная красота Мэн Цин У привлекала бесчисленные взгляды, куда бы она ни пошла. Не заметить Мэн Цин У, раз она приехала сюда, было невозможно. Смотрите, зеркало меняется, зеркало медленно стало испускать мягкий свет. Совершенно ясное зеркало будто покрылось паром и завесой тумана. В зеркале было ухищрение, свет, исходящий от зеркала, усиливался, пока поверхность не подернулась рябью, высвобождающей невидимую энергию. Всем казалось, что поверхности зеркала больше нет, что в нем появилось другое пространство. Ах, смотрите, когда в зеркале появилось нечеткое изображение, превратившееся в красивую женщину с белоснежной кожей, несколько человек забеспокоились. Совершенное тело и благородный темперамент, спокойствие и серьезность. Кто еще это мог быть, если не Мэн Цин У? Господи, в зеркале и правда президент Мэн Цин У, что происходит? Как она попала в зеркало, светящееся зеркало стало проясняться. Мэн Цин У сидела в главном зале штаб-квартиры торгового чуда на стуле из красного дерева. На столе перед ней стоял чайный сервиз, а выглядела она грациозно и торжественно. Струящиеся черные волосы, нефритовая кожа, красивая улыбка — все это составляло неописуемый шарм. Словно пион в расцвете сил, красивый, но не сексуальный, чарующий, но не бросающийся в глаза, слишком невероятно, Мэн Цин У сидела в штаб-квартире, но могла видеть людей на площади. Она будто стояла прямо перед ними, и ее можно было коснуться, лишь протянув руку. Мэн Цин улыбнулась элегантной улыбкой, похожей на весенний бриз. Взяв круглый микрофон, Мэн Цин У произнесла: «Привет всем!» Голос ее раздался из двух громкоговорителей, что находились по обе стороны. Глаза старого ученого, увидевшего это зрелище, напоминали глаза мертвой рыбы. Его взгляд на мир рассыпался на осколки. Торговое чудо могло передавать и звук, и изображение, но пока они не могли передавать их одновременно. Даже Чутянь не мог понять, как это осуществить. Мэн Цин У использовала новый коммуникатор, изобретенный торговым чудом, но передавала голос напрямую. Это не сразу бросалось в глаза.
Я очень рада, что могу говорить со всеми вами. Спасибо вам всем за поддержку. Пройдя через напряженную работу и множество исследований, торговое чудо нашло применение для камней скрытого изображения. То, что вы видите, это изображение, проецируемое с магнитной вышки. У всех широко распахнулись глаза, никто не издавал ни звука. Как следует из названия, магнитная вышка похожа на магнитную звуковую вышку, только сигнал она передает другой. Зеркалоприемники работают так же, как радио, но получают другие сигналы. Это изобретение изменит жизнь каждого. К тому же, мы изобрели еще и диски скрытого изображения, которые могут хранить изображение. Изображение можно будет сохранять, будь то изображение людей, демонических зверей, мест или чего-то другого. Их можно хранить в библиотеке, чтобы люди увидели мир, они повлияют на нашу память, а повседневная жизнь проникнется инновациями. Аура Мэн Цин У была уникальной. Благородная, но не высокомерная, торжественная, но не лишённая теплоты. Ее слова запали толпе в душу. Все вспомнили, что говорил Юнься, и кровь у них закипела. Возможно, это могло стать реальностью. Даже если они не могут покинуть центральный город, они все же смогут увидеть цивилизации и земли внешнего мира. Чтобы увидеть изящество огромных драконов, человеку не придется становиться сильнее. Еще они смогут сохранить свои изображения, чтобы их помнили будущие поколения. Сообщу вам кое-какие новости, продолжила Мэн Цин У. Мы уже создали первый прототип устройства захвата двухмерных изображений, которое отлично запечатлевает картину. Хотите навсегда запечатлеть свой вид в молодости? Хотите запечатлеть важный момент? У вас появилась такая возможность. Завтра торговое чудо откроет магазин, и вам надо будет лишь принести то, что вы хотите навсегда запечатлеть. Приветствую вас всех там. Спасибо за поддержку. На этом она закончила. Вещание было не очень стабильным, поэтому Мэн Цин У прервалась. Иначе что-нибудь пошло бы не так, и они сели бы в лужу. Поэтому пресс-конференция окончилась на такой ноте: «Папа, мама, я хочу сходить, я хочу сохранить молодость. Когда я стану старше, то смогу посмотреть, каким был прежде». Пошли, дорогой. Когда Мэн Цин У исчезла, свет в зеркале медленно погас, и оно снова стало обычным. Люди вели себя по-разному. Удивление деревенщин, шок, погружение в мысли и неимоверная радость, черт побери. Тяжело вздыхал Гоу Цань Цу. Почему это не изобрели 50 лет назад, когда я был красивым и элегантным юношей? Черт. Я никогда не увижу свою молодость, плевать, что это, как он мог упустить такую возможность. Старец был настроен испробовать изобретение в первых рядах. Даже не задумавшись, Гоу Цань Цу кинулся занимать очередь, совершенно забыв, зачем он прибыл в центральный город. Кто не мечтал о вечной молодости? Это было практически невозможно, однако торговое чудо предоставило всем способ сохранить молодость. Торговое чудо было занято делами. Хорошо, убирайте свет. Унесите все. Чутянь руководил людьми из центра главного зала, зал был полон шума. Работники торгового чуда, держащие электрическое освещение и другие устройства, спешно выбегали из главного зала. Мэн Цин У осторожно прижимала руки к груди, а лицо покрылось крупинками пота. Несмотря на спокойный вид, в глубине души ее одолевала нервозность. Вещание для людей, собравшихся на площади, был для Мэн Цин У беспрецедентным опытом. Утри пот. Молодой госпоже пришлось тяжело. Подошел Чутянь, держа белый платок, и попытался вытереть пот Мэн Цин У. «Эй, убери руку». Слегка смутилась Мэн Цин У. Оглянувшись, она встревоженно сказала: «Звук и картинка передавались по отдельности, могли случиться неприятности. Ты не веришь моим словам, молодая госпожа. Ты ранишь меня в самое сердце». Лицо Мэн Цин У покраснело. «А у тебя есть сердце. Пока здесь я, никаких проблем не будет». Чутянь достал зеркало, похожее на нефрит. «Ты еще увидишь, как эта штука распространится по королевству, а потом и по континенту со скоростью огня». Кивнув, Мэн Цин У прикоснулась к зеркалу. Оно и правда невероятно. Откуда у материала такие способности? Он может передавать изображение человека в другое место. Ты не понимаешь. Способности камня скрытого изображения такие же, как у камня скрытого звука, с улыбкой произнес Чутянь. Камень скрытого звука может сохранять звуковые волны, а камень скрытого изображения может сохранять световые лучи. Найдя правильный способ, мы сможем пользоваться этими двумя материалами одновременно. Взгляни на этот энергетический массив, сказал Чутянь, перевернув зеркало. Это световой энергетический массив. Камень скрытого изображения может сохранять лучи света, но они не очень стабильны и не могут сформировать стойкую картинку. Картинку создает этот энергетический источник. Позже я научу тебя этому. Когда торговое чудо ухватит технику передачи звука и картинки, тогда мы сможем их объединить.
Сердце Мэн Цин У переполняли ожидания. Чутянь, старшая Цинь-У. Стремительно ворвалась Наньгун Юнь. «Мы, сын, все подготовили и упустили вас из виду», Мэн Цин удивленно спросила. «Чего вы хотите?» «Конечно же, сделать снимок». С волнением ответила Наньгун Юнь. 4 высших сотрудника торгового чуда сделают первую фотографию на континенте. Глава 260. Технология фотографии. 3 из них вошли в пустую лабораторию, в середине которой находился странный инструмент. Юнь Тяньхэ возился с инструментом, а Мэн Ин занималась делами и руководила несколькими учеными. Войдя, Чутянь спросил: «Ин, оно готово?» Громко угукнув, Мэн Ин сделала знак рукой, что проблем нет. «Ладно, начнем». Чутянь махнул рукой Юнь Тяньхэ, который управлял инструментом. «Приготовься, мы сделаем снимок, снимок». Вот для чего Чутянь делал проектор. Проектор отличался от фонографа, однако функция его была примерно такой же. В отличие от фонографа, после внимательного обсуждения все решили назвать его камерой, захватывающей свет и изображение. Мэн Цин У с любопытством взглянула на камеру. Создали всего несколько камер, и дизайн пока был грубым, но при этом очень сложным. На штативе находился черный прямоугольный ящик с цилиндром, направленным наружу. Чутянь специально переоделся в новую одежду и стильно зачесал волосы. Он подошел, держа на руках Лисенко. «Ин, молодая госпожа Наньгун, идите сюда». Он позвал Мэн Ин, Мэн Цин У и Наньгун Юнь. Мэн Цин У удивилась, потому что обычно безумная Наньгун Юнь была очень серьезна и выглядела зажигательно, но обаятельно. «Вы все, для начала, не разговаривайте. Мы делаем групповой снимок. Я еще не готова. Молодая госпожа, разве тебе нужно готовиться?» Привел Чутянь 3 девушек. Мэн Цин У была сбита с толку, а Мэн Ин и Наньгун Юнь казались взбудораженными. У них прежде не было такого опыта, и они были полны предвкушения. Все готовы. Юнь Тяньхэ вложил в отверстие небольшой кристальный чип и нацелился инструментом на людей. «Снимаю». Мэн Ин и Наньгун Юнь тут же изобразили радостные лица. «Подождите!» — закричал Чутянь. «Вы что делаете? Ты испортил старушке весь образ», — Чутянь предложил. «Подумайте, это первый в мире снимок, через тысячи или даже десятки тысяч лет он станет одним из самых знаменитых исторических моментов, с которого началась Великая эпоха». «Хватит ходить вокруг да около», — посмотрела на него Мэн Ин. «Просто скажи, эх». «Я хочу сказать, что на историческом снимке мы не должны стоять, как деревянные», — серьезно произнес Чутянь. «Не хочу, чтобы через 10 тысяч лет люди видели нас в учебниках и считали нас старомодными». 3 девушки улыбнулись. Это было разумно. Мэн Ин спросила: «И в какие позы нам встать?» «Как насчет того?» — предложил Чутянь, чтобы показать, что торговое чудо — семья. «Я потерплю и позволю всем поцеловать мое красивое лицо». «Отвали, хулиган, сдохни», — в унисон сказали 3 девушки. Я знал, что это окажется плохой идеей. «Неважно, забудьте, просто примите любую позу, и будем фотографироваться». Чутянь и Мэн Цин У просто стояли на месте. Мэн Ин встала слева от Чутяня, а Наньгун Юнь встала справа. Обе показывали руками символ победы. «Готовьтесь». 3, 2, 1. Когда Юнь Тяньхэ нажал на кнопку, Чутянь вдруг вытянул руки. Одна обвила шею Мэн Ин, а другая — талию Мэн Цин У. Энергетический массив испустил свет, который окутал 4. Мэн Ин разозлилась, словно сердитый кролик. «Ублюдок, это был подлый прием. Мэн Цин У оттолкнула его длинной ногой. «Простите, простите, я не сдержался», — быстро уклонился Чутянь, отскочил в сторону и злобно улыбнулся. «Как снимок, старец Юнь, готово». Юнь Тяньхэ достал маленький кристальный чип и положил его в руку Чутяня. Заинтересовавшись, Лисенок взял чип и взглянул на него. На кристалле были изображены они 4, такие же, как в жизни. Словно отражение в зеркале. Увидев на кристалле себя, Лисенок взволнованно указал на себя лапкой и запрыгал от радости. «Дайте посмотреть». Подошли Ин и Наньгун. Нос Мэн Ин гневно наморщился, потому что на фото Чутянь обнимал ее за плечо. Лицо ее было румяным и выглядело весьма мило. Мэн Цин У сердито посмотрела на фото. Чутянь обнимал ее за талию. Она улыбалась, но была нервозной и удивленной. «Неплохо, неплохо», — сказал Чутянь Юнь Тяньхэ. «Именно этого результата я и хотел. Чтобы снимок пережил века, и все завидовали мне, окружённому красавицами. Ха-ха-ха», Мэн Цин У сердито закатила глаза. «Выглядим мы точно так же». Взяла в руки кристалл Мэн Ин. Нахмурившись, она сказала: «Только снимок слишком маленький. Был бы он немного больше». «Ты не понимаешь», — сказал Чутянь, «этот маленький кристальный диск — это негатив.
Его помещают в камеру, энергетический источник активируется, энергия высвобождается и изображение фиксируется. Получив негатив, мы можем печатать снимки. Чу Тянь передал негатив Юнь Тянь-хэ. Юнь Тянь-хэ сразу же вышел. Примерно через 10 минут прибежал Юнь Тянь-хэ с руками, полными вещей. Я сделал 10 копий разных размеров. Не хотите на них взглянуть? 4 головы соприкоснулись. Вау! Воскликнула приятно удивленная Мэн Ин. Я будто гляжу в зеркало. Даже увеличенный, он такой отчетливый. Нангун Юнь тоже хвалила снимок. Это и правда невероятно, четкость изображения связана с плотностью камня скрытого изображения. Чем плотнее камень, тем больше света он сохраняет, тем четче изображение. Даже будучи 3 на 3 метра, снимок останется таким же четким. Мэн Цин угладила теплый нефритовый снимок. Ее брови слегка нахмурились, он сделан из нефрита. Будет дороговато, помешает продвижению. Не беспокойся, вице-президент, наглаживал бородку Юнь Тянь-хэ, материал значения не имеет. Картинку формирует слой камня скрытого звука. Его можно поместить на нефрит, кристалл, стекло, звериную шкуру и даже на бумагу. Это не важно. На лице Мэн Цин проступило удивление. Значит, носителем может быть любой материал, подойдут множество материалов. Мэн Цин изменилась в лице. Уже скоро газеты центрального города, книги и даже улицы заполнят снимки высокой четкости. Подняв снимок, Чу Тянь ощутил еще большее удовлетворение. В руке он держал не просто снимок, а саму историю. Со временем многие героические личности исчезнут. Чу Тянь заморозил историю, которая имела серьезное значение. Это было изобретение, которое изменит эпоху. Если у людей будут энергетические камеры, они смогут делать снимки везде, куда бы ни пошли. Мир был очень красив, и если люди, не покидая домов, смогут пользоваться снимками, то увидят хотя бы верхушку айсберга. Это и правда весело. Завопила Мэн Ин. Я хочу сделать снимок. Хочу сделать снимок, Нангун Юнь добавила. Вы кажетесь такими близкими, а я словно посторонняя. Как так вышло? Босс, я хочу сфотографироваться с тобой, без проблем. Нангун Юнь непринужденно обняла Чу Тяня за плечи, и они сделали снимок. Ин, давай сфотографируемся вместе. Ладно, две сестры встали рядом, чтобы сфотографироваться. Лисенок, желая сделать снимок, плясал от радости. Чу Тянь согласился и дал ему разрешение. Мэн Ин сильно разволновалась. Здесь только мы, а если бы здесь были все, стало бы куда веселее и интереснее, ты права. Одобрила Нангун Юнь. Я позову Юнья, Цайды, тетушку Чень и всех остальных. Все собрались вместе, и появились всевозможные снимки. Небольшая камера наполнила всех радостью. Внутреннее тестирование камеры не выявило никаких проблем, объявил Чу Тянь. Завтра мы проведем тестирование в городе, позволив испытать это волшебство каждому. Чтобы разрекламировать это, мы напечатаем объявление, и пусть их увидит город, объявление. Полюбопытствовала Мэн Ин. Что за объявление? Чу Тянь взял камеру. Иди сюда, я тебя сфотографирую. Чу Тянь сделал снимок Мэн Ин, которая держала банку консервов. Чу Тянь сказал ей, мы напечатаем эти фото на щитах высотой в 3 метра, добавим пару слов и расставим по разным городам. Гарантирую, через несколько дней доходы от консервов увеличатся в несколько раз. Правда, ни газеты, ни радио не сравнятся с такой рекламой. Если разместить эти фото на самых людных улицах каждого города, люди не смогут их игнорировать. Они вызовут у них интерес, а ты, Ин, станешь звездой. Этот метод рекламы действительно был новым, потому что прежде на континенте не было настолько эффективной рекламы, не было более прямой рекламы, чем такая. Если торговое чудо будет пользоваться такой рекламой и радио всякий раз, когда выпускает новый продукт, легко представить, каким будет эффект. В городе должна была открыться фотостудия, поэтому до рассвета Чу Тяню следовало все проверить, иначе могли возникнуть проблемы. Покинув штаб-квартиру, Чу Тянь отправился в фотостудию торгового чуда. Когда Чу Тянь свернул на уединенную улочку. «Минуту», — тихо произнесла Чэнь Бин Юй. «За нами следят», — Чу Тянь нахмурил брови. «За ними следят. Но кто?» Fools! You've destroyed everything! Now, you will pay the price!